помощью административного права осуществляется защита личности, прав и свобод человека и гражданина. Оно охраняет здоровье граждан, защищает общественный порядок и безопасность, окружающую среду, собственность. С его помощью предупреждаются административные правонарушения. Основой административного права служат многочисленные источники. Важнейшим являются Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, например, о правительстве Российской Федерации, федеральные законы, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, КоАП РФ, об общих принципах организации законодательных, представительных и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, законы субъектов Российской Федерации и подзаконные акты, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения правительства Российской Федерации, акты исполнительных органов власти. В качестве источников административного права следует выделить международные правовые акты. Управление осуществляется в разных сферах общественной жизни. Существуют также и разнообразные субъекты и объекты этого процесса. Управленческие отношения имеют свои особенности в зависимости от сферы, где они функционируют, и средств, которыми они обеспечиваются. От того, насколько развито управление инфраструктурой всей государственно-правовой системы и ее элементов, будет зависеть эффективность существования общества и его дальнейшее развитие. С момента зарождения государство воздействовало на общество и жизнь людей, что привело к появлению государственного управления, осуществляемого системно и организованно. Государственное управление обеспечивается методами предписаний, команд, убеждениями и принуждениями. Метод предписаний обязывает субъектов права осуществить определенные действия, например, устранить выявленные замечания. Метод убеждения – система воспитательных, разъяснительных и поощрительных действий государственных и общественных органов, направленных на формирование в сознании граждан уверенности в справедливости правовых предписаний и необходимости их выполнять. В сфере управления важным представляется стимулирование граждан, поддержание правомерного поведения. Например, предусмотрены награждения за заслуги в полезной для общества деятельности. Однако без принуждения в управлении не обойтись. Когда люди нарушают закон и сознательно не выполняют свои обязанности, проводятся разъяснительные мероприятия, предусматриваются предупреждения за совершение правонарушений. Государственное принуждение – внешнее силовое воздействие государства на людей. Государственное принуждение выступает в форме административного, дисциплинарного, уголовного и гражданско-правового принуждения. Административное принуждение – это часть государственного принуждения. Административное принуждение состоит в психическом, физическом, экономическом воздействии на сознание и поведение людей, применяемом в сфере государственного управления в целях привлечения виновных лиц к административной ответственности, пресечения и предупреждения административных правонарушений. В большинстве случаев оно применяется в отношении субъектов, физических и юридических лиц, совершивших административное правонарушение. Оно может осуществляться и при отсутствии правонарушения. Например, если гражданин совершил проступок, не представляющий большой общественной опасности. Скажем, Сидоров пнул ногой урну, и весь мусор оказался на дороге. В другом случае гражданин может совершить правонарушение, и необходимо применить такую меру административного принуждения, как личный досмотр. Меры административного принуждения исходят от компетентных органов государственного управления. Таких органов много. Административное принуждение применяют суд, административные комиссии, различные инспекции, органы внутренних дел и так далее. Порядок административного принуждения строго регламентирован нормативными правовыми актами. Административно-предупредительные меры носят профилактический характер и направлены на предотвращение правонарушений. К административно-предупредительным мерам относят административный надзор за лицами, освобожденными из мест лишения свободы,
введение карантина, прекращение движения транспортных средств и пешеходов при возникновении угрозы общественной безопасности и другие. Меры административного пресечения направлены на принудительное прекращение противоправного поведения. Они как бы принуждают правонарушителя вести себя правомерно, создают условия для возможного привлечения виновных лиц к административной ответственности. Меры административного пресечения многообразны. К ним относятся административное задержание человека, совершившего административное правонарушение, личный досмотр и досмотр вещей, запрещение эксплуатации транспортных средств, если их техническое состояние не отвечает требованиям и так далее. На основании закона допускается применение специальных средств, резиновых палок, слезоточивого газа, наручников и тому подобных, для пресечения массовых беспорядков, нарушающих работу транспорта, связи, предприятий и учреждений, применение и использование оружия и другие. Например, в соответствии с законом о полиции, ей предоставлено право производить оцепление местности при пресечении массовых беспорядков. Административное наказание представляет собой меры административной ответственности и применяется за совершение административного правонарушения. Оно носит штрафной характер, то есть лишает правонарушителя определенных прав, благ и возлагает на него специальные штрафные обязанности в воспитательных целях. Меры процессуального обеспечения направлены на выявление правонарушения, установление личности нарушителя, обнаружение и исследование доказательств, необходимых для установления истины по делу. Восстановительные меры применяются с целью возмещения причиненного ущерба и восстановления прежнего положения вещей. К ним относятся изъятие имущества и документов, принудительное прекращение права собственности, взыскание незаконно полученного, отмена незаконных актов и так далее. Условно, административно-правовые отношения можно подразделить на внутриаппаратные отношения и взаимоотношения органов исполнительной власти с гражданами, юридическими лицами и иными органами государственной власти. Взаимоотношения сторон в области административного права неравные. Один из субъектов обязательно обладает властью, основанной на законе. Административные правоотношения, в которых субъекты обладают властью, а их взаимоотношения основываются на началах власть-подчинение. В административных отношениях важным является умение властвовать и подчиняться. Такие отношения складываются по волеизъявлению одной из сторон. Например, сотрудник полиции штрафует водителя, нарушившего правила дорожного движения. Работник правоохранительных органов наделен властью и определенной компетенцией, а правонарушитель обязан подчиниться закону и власти сотрудника полиции. Компетенция – совокупность юридических прав и обязанностей органа или должностного лица, закрепленных в нормативных актах. Закон, например, позволяет отдельным лицам давать указания, не разрешать определенные действия, отказывать в просьбе. В зависимости от объема и характера компетенции органы Российской Федерации подразделяют на виды. Органы государственной власти – Президент Российской Федерации, Федеральное собрание Российской Федерации. Органы государственного управления – правительство Российской Федерации, министерства, федеральные службы, агентства, администрация государственных предприятий. Их называют исполнительно-распорядительными органами. Органы надзора и контроля – Конституционный суд Российской Федерации, Генеральный прокурор Российской Федерации. Органы охраны правопорядка – полиция. Органы защиты государства – армия, внешняя разведка и контрразведка, пограничная и таможенная службы. Споры между различными сторонами административных отношений решаются, как правило, в административном порядке, через вышестоящие властные органы и организации. Можно обратиться в суд. Важными субъектами административных правоотношений выступают органы исполнительной власти. К федеральным органам исполнительной власти относятся правительство Российской Федерации, федеральные министерства, федеральные службы России, федеральные агентства.
Федеральное министерство осуществляет функцию по выработке государственной политики в определенной сфере. Его возглавляет министр, который входит в состав правительства Российской Федерации. Министерство осуществляет координацию и контроль деятельности находящихся в его ведении федеральных служб и федеральных агентств. К территориальным, региональным, федеральным органам исполнительной власти относятся Государственная налоговая инспекция, военкоматы и другие. Эти органы находятся в подчинении соответствующих вышестоящих федеральных органов исполнительной власти. Органы исполнительной власти различных субъектов федерации отличаются друг от друга. Они могут иметь разные структуру и названия. Органы исполнительной власти субъектов федерации могут быть представлены правительством республики и других субъектов федерации, президентами республик, администрациями краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов, министерствами, отделами, департаментами. Первичным элементом системы исполнительной власти является государственный орган. Он наделен властными полномочиями и участвует в реализации функций государства. Эти полномочия выражаются в праве органа от имени государства издавать юридические акты и применять меры, обеспечивающие их реализацию, в том числе меры принуждения. Исполнительные органы осуществляют функции общественного управления. Они имеют определенную структуру. Государственный аппарат не может функционировать без подготовленных людей. Уже с давних времен управленцами, выполнявшими различные задачи по руководству делами страны, становились профессионально подготовленные чиновники. Государственная должность. Должность в федеральных органах государственной власти, органах государственной власти субъектов федерации, а также в иных государственных органах с установленным кругом обязанностей по исполнению и обеспечению полномочий данного государственного органа, денежным содержанием и ответственностью за исполнение этих обязанностей. Государственная служба регулируется Федеральным законом о системе государственной службы Российской Федерации и Федеральным законом о государственной гражданской службе Российской Федерации. Государственная служба – профессиональная деятельность граждан Российской Федерации по исполнению должностных полномочий. Государственный служащий – гражданин Российской Федерации, исполняющий обязанности по государственной должности государственной службы. Система государственной службы включает в себя следующие виды: государственная гражданская служба, военная служба, государственная служба иных видов. Должности гражданской службы подразделяются на категории: руководители, помощники, специалисты, обеспечивающие специалисты, и группы: высшие, главные, ведущие, старшие, младшие должности гражданской службы. Каждый гражданский служащий имеет право на получение информации и материалов, необходимых для исполнения должностных обязанностей, на внесение предложений о совершенствовании деятельности государственного органа, должностной рост на конкурсной основе, профессиональную переподготовку, повышение квалификации, защиту своих прав и законных интересов на гражданской службе. Каждый гражданский служащий обязан соблюдать законы, исполнять добросовестно должностные обязанности и поручения соответствующих руководителей за исключением незаконных, соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций, не разглашать сведения, составляющие государственную тайну и так далее. Закон ограничивает деятельность лиц, которые обладают статусом гражданского служащего. Например, им запрещено заниматься предпринимательской деятельностью, получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения и подарки. Гражданские служащие не могут использовать должностные полномочия в интересах политических партий, общественных и религиозных объединений, а также публично выражать отношение к ним. Способность своими действиями осуществлять процессуальные права, в том числе поручать ведение административного дела представителю и исполнять процессуальные обязанности в административном судопроизводстве, административная процессуальная дееспособность, принадлежит гражданам, достигшим возраста 18 лет и непризнанным недееспособными.
несовершеннолетним гражданам в возрасте от 16 до 18 лет и гражданам, ограниченным в дееспособности, по административным делам, возникающим из спорных административных и иных публичных правоотношений, в которых указанные граждане, согласно закону, могут участвовать самостоятельно. В случае необходимости суд может привлечь к участию в рассмотрении административного дела законных представителей этих граждан. Органам государственной власти, иным государственным органам, органам местного самоуправления, избирательным комиссиям, комиссиям референдума, общественным объединениям и религиозным организациям, не являющимся юридическими лицами, по административным делам, возникающим из спорных административных и иных публичных правоотношений, в которых эти объединения и организации, согласно законодательству, могут участвовать.